Привет! Сегодня хочу рассказать про мои любимые методы изучения языков, упражнения и так далее. Если я говорю слишком быстро, сделайте видео помедленнее. Если я говорю слишком медленно, вы всегда можете увеличить скорость. Начинаем! Меня зовут Элина, я говорю на 4 языках. Я говорю по-русски, по-английски, по-французски и по-испански. Конечно, выбор методики для изучения языка зависит от ваших целей. Одно дело, если вы собираетесь путешествовать, для этого достаточно выучить несколько фраз и знать базу языка. И другое дело, если вы собираетесь поступать в университет, жить в стране изучаемого вами языка и так далее. Подход к изучению языков будет совершенно разный. В любом случае, что касается грамматики, начинать нужно только с самого-самого основного. Будет классно, если вначале вы выучите просто, как сказать что-то о себе в настоящем времени и как спросить другого человека то, что вы хотите. Например, «Я люблю ходить на вечеринки». «А ты любишь ходить на вечеринки?» Или «Я читаю книги». Какие книги ты читаешь? То есть самое первое – учим основу. Как только вы научились говорить некоторые предложения в настоящем времени, можете переходить на прошедшее и на будущее. Это минимум и подходит для начального уровня. Что касается лексики, учим только самые нужные слова. Можете найти списки 100 самых нужных и важных слов в изучаемом языке, 500 слов и так далее. В интернете существует множество списков, которые вы можете найти бесплатно и тренироваться. По поводу слов. Как только вы выучили эти базовые слова, я советую составлять с ними предложения. Таким образом, вы запомните намного лучше и сможете использовать это слово в речи. Обязательно посмотрите, как это слово используют носители языка. И после этого составляйте ваши предложения. Вы можете привести такие примеры, как «я готовлю», «я готовлю хорошо», «я могу готовить», «я готовлю пиццу каждое воскресенье», «я не люблю готовить» и так далее. Пусть это будут простые предложения, но это будут ваши предложения, и главное, что вы сможете их говорить на автомате. Говорение. Любой человек, который начинает учить язык, конечно же, хочет говорить на нем. Но почему-то немногие люди говорят на изучаемом языке. Обычно они недостаточно уверены в своих знаниях, поэтому продолжают выполнять кучу грамматических упражнений, читать книги на изучаемом языке и так далее. Но это так не работает. Если вы хотите говорить, вам надо говорить. Если у вас уже есть уровень А1, нужно искать тех людей, которые захотят попрактиковать с вами свой язык. Я уже рассказывала об этом в этом видео. И если у вас нет возможности тратить деньги на репетитора, на учителя, то всегда можно попрактиковать язык бесплатно. Это будет полезный языковой обмен, как для вас, так и для носителя языка. Если вы еще не готовы к этому, можно практиковаться и самостоятельно. Описывайте картинки, описывайте все, что вы видите вокруг себя. Говорите сами с собой на любые темы. Обязательно делайте это вслух. Выбирайте одну тему и говорите на нее 1 минуту, 3 минуты, 5 минут, не переставая. Можете записать себя на аудио, чтобы послушать потом, как это звучит со стороны. Только говорить на иностранном языке недостаточно. Важно еще и понимать, что тебе говорит другой человек. Именно поэтому тренируем навык слушания. Как это можно сделать? Через песни. Когда вы ищете текст песни и подпеваете вашему любимому исполнителю. Когда вы слушаете подкасты на изучаемом языке. Кстати, это самый удобный способ, например, для меня, потому что я могу заниматься своими делами параллельно и в это же время слушать. Именно так я сейчас прокачиваю знания испанского, готовлю что-то или убираю и слушаю испанскую речь. Это могут быть двуязычные подкасты или только подкасты на изучаемом вами языке. И, конечно же, в YouTube множество каналов, не обязательно обучающих, которые помогут вам в этом деле. Все, что можно, читаем на изучаемом языке. Если вы учите язык просто для себя, лучше выбрать какую-то развлекательную литературу. Я читаю разные романы, и не важно, что в них не очень много смысла, главное, что в них используются
живой современный язык. Опять же, вы видите слова, можете выписать их себе и после этого составлять свои предложения с этими словами. Также очень полезны параллельные тексты, когда вы сравниваете то, что написано на вашем языке и на изучаемом языке. Таких текстов тоже очень много в интернете, в бесплатном доступе. Очень полезное упражнение — записывать, как прошел ваш день, о ваших планах, о чем-то, что вас волнует и интересует. Честно признаюсь, я редко это делаю, потому что ленюсь, но когда я что-то записывала на изучаемом языке, это действительно помогало. Потому что когда вы пишете, причем от руки, а не на компьютере, запоминаете намного лучше. Те, кто говорит, что эти советы не работают, просто не делают все это. Если у вас есть цель выучить язык, то все получится. Самое главное — выработать привычку. И лучше заниматься каждый день по 10 минут, чем 2 раза в неделю по часу. Пишите в комментариях, какие у вас любимые упражнения, как вы учите языки и зачем вы это делаете. Это просто хобби, вам нужно знать язык для работы и так далее. Надеюсь, это видео было полезным. Пока!